Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня в продолжении нашей новогодней тематики мы с вами приготовим очень вкусную закуску из кальмаров. Берите на вооружение, это блюдо с гордостью займет самое почетное место на вашем новогоднем столе. Будет очень вкусно, я вам обещаю. Мы с Алексеем уже попробовали эту закуску на нашем мукбанг канале, ссылочку оставим вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие фаршированные кальмары. Мы начинаем! Ну что, друзья, сегодня мы с вами фаршируем кальмары. Вот такие крупные кальмары в количестве 3 штучек весом получились 650 грамм. Будет замечательная закуска для Нового года у нас с вами. Также нам потребуется 500 грамм грибов, шампиньонов в моем случае, 5 яиц S0, 2 луковицы весом 400 грамм, 200 грамм сыра твердых сортов, 100 грамм сливочного масла и зелень по вкусу. Количество и разновидность зелени не регламентируется. Для начала нам необходимо с вами отварить кальмары. Эта закуска у нас с вами сама по себе хороша. Ингредиенты достаточно вкусные, поэтому никакими специями забивать мы вкус не будем. Воспользуемся только лишь солью. Для того, чтобы отварить кальмары, набираю в кастрюлю воду, солю ее, буквально чайной ложечки будет достаточно. Отправляю на плиту, и мне необходимо довести воду до кипения. Итак, друзья, вода у меня закипела. Также я подготовила чашку с холодной водой. После того, как сварим кальмары, сразу их опустим в холодную воду для того, чтобы остановить процесс варки. Кальмары опускаем в кипяток и засекаем ровно 2 минуты. Больше кальмары варить нельзя, потому что иначе они станут нежевабельными. Но если так случилось, что по неопытности вы переварили кальмары, то тогда варите их в течение минут эдак 40. Они в конечном итоге после резинового состояния снова превратятся в мягкие, хорошие, но таким образом вы выварите из них все полезные свойства. Поэтому я слежу строго за временем, от плиты не отхожу, в течение 2 минут варю кальмары, не дожидаясь повторного закипания воды. Прошло 2 минуты, кальмары, как я уже сказала, аккуратно щипчиками вот так вытаскиваю и помещаю в холодную воду. Все, пока кальмары будут остывать, пойдемте с вами готовить начинку. Для начинки мы с вами сначала поставим вариться яйца. В сотейник с водой помещаю яйца, чайную ложку соли тоже отправляю в сотейник и отправляю на плиту. После закипания варить яйца буду в течение 10 минут. Далее, пока у нас варятся яйца, остывают кальмары, мы с вами сделаем зажарку грибную. Для этого нам необходимо нарезать кубиками лук. Луковицу я разрезаю пополам, если я работаю ножом. Затем прорезаю примерно по полсантиметра полосочками, но не прорезаю до конца, хвостик оставляю. Затем поперек режу тоненько, получаются кубики, как на пельмени. Это если я работаю ножом. Сегодня я буду резать лук при помощи своей любимой терки. Устанавливаю, значит, насадку 7 мм, устанавливаю режим кубики. Обязательно луковицу одеваю на плододержатель для безопасности. И вот таким легким движением руки, посмотрите, нарезаю вот такие кубики. Таким образом сейчас полностью нарежу лук, затем покажу, что делать дальше. Лук я нарезала, вот такое количество у меня получилось. Пока убираю в сторону. Далее на очереди грибы. Если грибы не очень крупные, то я разрезаю пополам и вот таким вот образом на кусочки. Такие дольки грибные мы с вами получаем. Если гриб покрупнее, то можно разрезать еще раз пополам и, соответственно, нарезать вот такой соломкой. Таким образом сейчас полностью нарежу грибы, затем покажу, что делать дальше. Друзья, грибы я нарезала, вот такое количество у меня получилось. Дальше нам необходимо на сливочном масле обжарить лук и грибы. Пойдемте к плите. Зажигаем максимальный огонь и от наших 100 грамм отмеряем большую часть, отправляем в сковороду, меньшую часть оставляем, примерно 70 грамм у нас сейчас в сковороде и 30 грамм мы оставляем чуть позже. Этот кусочек нам тоже пригодится. Ждем, когда масло растопится. Масло у нас полностью растопилось. В сковороду отправляем лук и обжариваем до прозрачного состояния. Итак, лук у меня не стал прозрачным, а из-за сливочного масла он стал вот таким желтеньким. Обжариваю его на максимальном огне в течение 5 минут. Далее в сковороду отправляем грибы. Грибы начнут сейчас выделять сок.
обжариваем теперь лук с грибами до полного испарения грибного сока. Чуть позже, как только грибы начнут пускать сок, мы с вами уменьшим огонь до среднего и будем все это дело выпаривать. Итак, друзья, как видите, выделился сок. Полностью его испаряем и жарим. Полностью необходимо, чтобы сок испарился, поэтому продолжаем пока еще некоторое время жарить грибы вместе с луком. На этом этапе можно чуть-чуть уменьшить газ. На среднем огне теперь выпариваем полностью сок. Видите, вот он. Итак, друзья, посмотрите, сок у нас весь испарился. Грибы с луком я обжарила. Отключаю газ и дам чуть-чуть остыть нашей начинки. Затем буду их соединять с яйцами и сыром. Пока пойдемте опять к столу, будем резать яйца и сыр. Тем временем, пока у нас остывают грибы, мы с вами нарежем яйца. Яйца будем резать кубиками. Яйца я отварила. После того, как с момента закипания прошло 10 минут, я отключила газ и яйца отправила в ледяную воду. Яйца мы просто нарезаем кубиками. Сначала на пластинки, затем разрезаем на полоски, затем разворачиваем и мелко нарезаем кубиками. Таким образом нарезаю полностью яйца. Сейчас полностью нарежу яйца, затем покажу, что делать дальше. Яйца я нарезала, отправляю в чашку, в которой буду готовить начинку. Далее нам необходимо на крупной терке натереть сыр твердых сортов. Вот такая сырная стружка у нас с вами получается. Сыр я натерла, также отправляем к яйцам и пока в сторону. И у нас с вами на очереди осталась только зелень. Петрушка у меня сегодня примерно грамм 50. Мелко нарезаем зелень. Зелень я тоже нарезала и отправляю в чашку к остальным ингредиентам. Сюда же в чашку отправляем нашу грибную зажарку, которая уже остыла до теплого состояния. Посолим по вкусу, учитывая, что сыр уже соленый, я положу буквально пол чайной ложки соли. Вы ориентируйтесь по своему вкусу. И все хорошо перемешиваю. Все, друзья, начинка у нас с вами готова. Пока ее убираю в сторону. Беру тарелку, которую застилаю кухонными бумажными полотенцами. Кладем кальмара и обязательно его промакиваю вот так. Обсушиваем кальмарчика, которого сейчас будем начинять нашей вкусной получившейся начинкой. Кальмар достаточно крупный, смотрите, начинки в него поместится, я думаю, много. Чтобы не повредить кальмара, возьму десертную ложку, вернее корейскую ложку, и вот таким вот образом напичкиваем до полного нашего кальмара, фаршируем. Хорошенько утрамбовываем и продолжаем до тех пор, пока полностью не наполним кальмара. В итоге, друзья, я поняла, что ложкой очень долго фарширую теперь кальмары, прям вот перчатки одела руками, так как обычные фаршированные перчики. Смотрите, полностью я заполнила кальмар начинкой и немножко оставила пространство, чтобы впоследствии нам зубочисткой все это дело заколоть. Сейчас таким образом заполню оставшиеся два кальмара, затем покажу, как будем закалывать зубочисткой его. Таким образом заполняю полностью все кальмары. Итак, друзья, фаршировала я 3 кальмарчиков, и у меня чуть-чуть начинки осталось. Посмотрите, я поставила воду, чтобы отварить 4-й кальмар, но если бы даже у меня не было 4-го кальмара в морозилке, ничего страшного, эта начинка сама по себе очень-очень вкусная, на любую тарталеточку, печенюшку, да даже с хлебом просто заточить очень вкусно, с удовольствием. Вот, дальше смотрите, что делаем. Берем зубочистки. Как вы помните, кальмары я заполняла не до самого края, и вот здесь вот так, как будто шьем при помощи нитки и иголки, вот так вот просовываем зубочистку, тем самым фиксируем наших кальмарчиков вот таким вот швом. Такая красота у меня получается. Таким образом сейчас поступлю со всеми оставшимися кальмарчиками, и в том числе с тем, который у меня сейчас будет вариться еще. Итак, друзья, кальмары у нас все нафаршированы. 4 в итоге вот таких крупных больших кальмарчика у меня получилось. Посмотрите на этот шов ювелирный. В общем, все вот так сцепило. Дальше делаем следующее. Пойдемте к плите. Нам необходимо кальмарчики обжарить в сливочном масле на сковороде. Сковороду устанавливаем на плиту, зажигаем максимальный огонь и отправляем в сковороду оставшееся сливочное масло. Ждем, когда масло полностью растопится. Итак, масло у нас полностью растопилось. Отправляем в сковороду наши кальмары и обжариваем кальмары с 2 сторон по 2 минуты. Делаем это на максимальном огне, чтобы кальмарчики наши приобрели золотисто-аппетитную корочку. Итак, друзья, прошло 2 минуты. Переворачиваем кальмарчики. Посмотрите, какая вкуснятина у нас образовывается. Обжариваем 2 минутки с обратной стороны до такого же золотисто-аппетитного цвета. Прошло еще 2 минуты, и вот посмотрите, какая вкусняшка у нас с вами получилась. Отключаем газ
выкладываем на тарелку. Нам необходимо кальмары разрезать на порционные кусочки, примерно по 1 сантиметру, по 1–1,5 сантиметра. Сейчас разрежу, сервирую и покажу, что у меня получилось. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитные кальмарчики, выглядят с ног сшибательно, на вкус это тоже безумная вкуснятина. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.